там полетела. Что нужно? Субботним дождливым днем прогуляться. Дождик вроде прекратился, тем лучше. Идем. Все. Семейная прогулка. У нас там, немцы говорят вандерн. Мы просто пошли пошарнуться. Идешь так желуди под ногами. Вон кроссовок. Кто-то ходит без башмака. Потерял. Как так можно было домой вернуться на одном кроссовке, да? Желуди тут. Я уже медленно иду. Маленький шаг делаю. Здесь прикольно. Малина справа-слева. Кусты малины, смотри, как поднесли. Это что-то темное. Ежевика, да? Да, малина, это уже морозом ее обдало. У нас уже первые морозы были. Октябрь-то уже во всем разгаре. Вот после дождичка. Вот это солнышко светит. Смотрите, какая красота. Там что-то шумит. Там что-то с водой связано есть. Тропинка у нас идет пока непонятно куда. Так, на карте примерно посмотрел. Примерно знаю, где мы должны выйти. Но тем интереснее, когда это не знают другие. А, вот справа от нас, вон там сад. Вон там, вон за кустом, видите, вот яблочки. Вон там, смотрите, яблоки, вон целые деревья стоят. Причем шикарная плантация получается. Здесь местами очень такие старые камушки, которые давно здесь валяются. Да. Куда идем мы с пятачком? Да, вот так, смотрите. Вот, хорошо видно вот сейчас, смотрите, вот. Вон яблоки. Вот, по прямой линии, ну, метров, ну, максимум 10 метров от нас, вот там плантация яблок. Вот так вот. На карте видно было, что там что-то растет, такие линии нарисованные. Но теперь знаю, что там есть яблоки. Это уже поле уже, пожалуйста, порядок навели. Чуть прогуляемся. Дадим глазам отдохнуть от компьютера и не только. Хотя от гаджетов отдохнуть, а записываю опять же на гаджет видос. Все равно проще, чем как раньше ходили с камерой, да? Телефон достал, записал, в этом же телефоне смонтировал, с этого же телефона и залил на канал. Ветер, конечно, ага. Аккуратнее надо. Старый тополь. Да, вот мы вышли. Класс. Смотрите, открываются такие просторы. Там старые деревни стоит, это музей под открытым небом. Вот мы здесь. Все, такая дорожка небольшая уже, по ней здесь ходили люди не раз. Здесь вот деревья посадили свежие. Ну, следующая туча идет, но вот как у нас самый мелкий запакованный, самый мощный, даже на рюкзаке одетый дождевик. То есть ничего не промокнет. Я дождевик одел и такие вот штаны, которые в принципе на мотоцикле в том году меня спасали, которые из Тироль. Ботинки побрызгали, чтобы не промокало. Нормально. Вот идем. Такую прогулку сделаем. Даже на велосипеде, на местах, где мы сейчас проходили, на велосипеде было не так просто. Но пешочком здесь вот так хорошо, такая тропинка есть, маленькие улочки. Самый настоящий пешком туристы. Вандерн, да? Путепроходцы. Дорожки уже есть. Мама там ягоду хочет что-то попробовать. Да, вот так вот. Да. Подожди, вот так оставим. Все, чтобы не менялась картинка.
штучка, вон висит одна, но это не страшно. Артурчик, все хорошо? Да. Да, вот самый мелкий запакован, у него даже сапоги резиновые одели на всякие. Зато идет грязь, лужа вообще. Пацан не переживает. Самое главное, ну, я думаю, вот которым детям от 30 и выше, вы все же помните прекрасно, как мы в деревне раньше тоже в сапогах, у кто-то не в сапогах, или кирзухи, кирзачи, да, лужи мерили, да, идешь такой по весеннему льду, еще замерзшему чуть-чуть, идешь, 2 шага сделал, лед треснул у тебя в кирзаке, воды залилось, вот это кайф, да. Есть что вспомнить. Блин, солнышко вышло, сейчас тоже солнышко приятно. Как-то пока шли мы вот в этих кушерях там привыкали, теперь вот солнышко прям греет, нормально. Так вот ветерок, вот эти вот новые деревца яблочные, то есть вот за вот этим, за вот этой линией, там как раз, там была плантация яблок, которые посажены были. Прикольно, когда вот больше 20 лет проживаешь в городе, я уже и так, в принципе, знаю очень много ходов и выходов и всяких этих. И вот за последнее время много разных плантаций видел, которые не знал даже, что они у нас существуют, что у нас именно местный сбор яблок, да, в нашем-то городке. Думаю, яблоки привозят все-таки из каких-то стран потеплее. У нас своих сортов яблок хватает. Причем довольно-таки вкусные яблоки, да. Пару из этих сортов, они прям нуждаются в первом морозе. У меня даже само такое в огороде один сорт яблок. А вот это, что это такое, вишня что-то? Ну, мама сейчас спросим. Сейчас придет она. Хоп-хоп. Шли по бездорожью. Потом бабах и асфальт. И вот это вот еще одна вот эта вот прикольная штучка такая, когда вот в Германии где-нибудь гуляешь между полей. Там мне еще 20 с лишним лет назад меня это удивило, когда мы начали вот первые, сказать, прогулки, гуляешь, да, идешь, и у тебя хоп, и асфальтированная дорожка. Это было интересно. Вот Бад Майнберг, вот у нас стоят такие пункты, стоит столбик, да, если первая помощь, звоните. Самый прикол, на столбе стоят вот такие цифры, да, звонишь, говоришь вот эти цифры, и тогда знают, да, куда нам добраться нужно. Сверху еще есть и другие указатели, указывают на следующей деревне. Такой вот наш край. Вон уже там толпа навстречу идет. Тоже такие же вот одели дождевики, тешат прогулка. Здесь вот музей под открытым небом и вокруг музея забор. Можно вокруг музея неплохо пройтись. Очень большая такая дорожка. Все заасфальтировано. Вот на велосипеде можно ездить, на самокате, пешочком. И даже так асфальт до того четкий. Вот эти вот, кто на коляске ездит, да, это очень тоже удобно. Колясочникам тоже вокруг музея можно проехаться как внутри, так и снаружи. Дело было в октябре. Вот яблочко. Смотрите, какая красота. Настоящие яблоки. Да, сейчас я найду. Вот они уже много нормальных ушли, отвалились. Птички что же кушать любят? Не, веточки просто не ломают, картошечка. А вот сверху, вон, мощные какие, а. У меня руки не такие длинные. Ах, блин. Так близко и так далеко. Вставочек.